Эй, всем привет! В этом видео я расскажу немножко про плитку. Я не претендую на звание лучшего плиточника планеты. Я просто расскажу про свой опыт, о том, как мы у себя в студии проектируем наши ванные комнаты. Я расскажу про 10 основных ошибок, которые допускают 95% дизайнеров или вообще в принципе людей. Вот ты хотя бы одну из этих ошибок когда допускал. Поэтому давайте разбираться. Ошибка номер 1. Первая ошибка исходит из того, что у плитки нет своего цвета. Просто это искусственный материал, поэтому плитка, она всегда что-то имитирует. Я лично рекомендую выбирать плитку только с имитацией натуральных материалов. Мы выбираем только 3 варианта. Это дерево, камень и бетон. Лучше избегать плитки, крашенной в один цвет, потому что она всегда смотрится колхозно. А про всякие там узорчики, рюшечки я вообще молчу. У меня на объектах есть не вся плитка, поэтому вот пришли в магазин Тренд Керамика. Здесь я покажу остальное. Правило второе. Край плитки должен быть обрезной. На профессиональном языке это называется ретификат или не ретификат. Когда мы укладываем плитку с отрезным краем, то шов плитки кажется визуально меньше при том же шве. Все это из-за того, что на плитке без отрезного края у нее есть такой небольшой наплыв глазури. Это хорошо вот здесь видно. Вот здесь справа у нас плитка с отрезным краем, а здесь слева плитка без отрезного края. Реально вот этот вот шов кажется сильно больше, чем вот этот вот шов. Но на самом деле они одинаково уложены. Отрезная плитка, ретификат, она стоит немножко подороже, потому что это дополнительный процесс. Нужно еще отрезать край от плитки. Но вы видите, да, что платить за это в принципе даже стоит. Проблема номер 3. Размер плитки. Чем плитка больше, тем она дороже. Большая плитка должна ездить по большому конвейеру, на котором она производится. Больше проблем с транспортировкой. Чем больше плитка, тем она делает помещение больше, шире, богаче. А ванны у нас, они вообще обычно всегда маленькие. Чем плитка больше, тем меньше швов. Вот, например, посмотрите сюда. Да, эта плитка 1,20 на 60 м, и тут всего лишь один вертикальный шов и несколько продольных. А если бы здесь была какая-то маленькая плиточка, то мы бы увидели такую огромную сетку из кучи швов. Например, дерево. Паркетная доска, она всегда размера 2 метра на 20 сантиметров. И если вы ставите вот такую маленькую плиточку, приклеиваете ее на стену, конечно, видно, что это имитация какая-то беспонтовая. Короче, чем плитка больше, тем лучше. Но не нужно сразу бежать за 3-метровой плиткой от пола до потолка. Такую плитку очень трудно будет потом укладывать, заносить в квартиру, проносить там на 10-й этаж, везти на лифте и вообще транспортировать — это огромная беда. За весь мой опыт у меня сложились оптимальные размеры. От 600 мм до 200-400 мм по длинному краю. Вот, например, вот у Бодина есть прикольная плитка, достаточно недорогая. Вот плитка стоит, сейчас посмотрим. Эта плитка стоит всего 5000 за квадрат, и у нее есть там имитация камня и бетона. Вот этот бетон очень даже неплохой. Кстати, всю плиточку, которую я подобрал для обзора, я оставлю ссылки внизу в описании, чтобы вы могли посмотреть, купить, там, прицениться и так далее. 4-я ошибка. Рисунки и полосы. Это вообще моя главная боль и проблема. Так можно отличить реально колхозного дизайнера в плиточном магазине от профессионала, который знает, что он делает. Если мы имитируем какую-то поверхность, это там дерево, металл, бетон, камень, там не может быть никаких рисуночков, там не может быть никаких полосочек. Вот смотрите, например, вот здесь. Главный прием любого плиточника в плиточном магазине — это нафигачить полосочек и побольше узорчиков. И это прям боль. Не делайте так, ну пожалуйста. Есть один главный принцип. Сейчас вот запишите, вот запомните, не знаю, красным подчеркните. Разные цвета можно соединять только на внутреннем углу. То есть вот еще раз, разные поверхности, разные цвета можно сводить только на внутренних углах. Вот, например, здесь, для того, чтобы приклеить вот эту вот плитку,
К серой мы специально вытащили ее вот такой конструкцией. Не просто приклеили плиточку на одну стену вместе с серой, а вытащили монолитной конструкцией, чтобы она смотрелась как здоровенная какая-то там металлическая балка там, или лист огромный, который просто рядом стоит. Мы имитируем металл, и надо имитировать его прямо до конца. Номер 5. Матовая или глянцевая плитка. Если вы посмотрите на свою ванну, то в 9 случаях из 10 у вас будет глянцевая плитка. Это вот моя личная боль. Я с этим борюсь просто какими-то адовыми антидепрессантами. Я лично против глянцевой плитки почти всегда. Почти всегда мы выбираем матовую плитку. Глянцевой плиткой может быть только плитка большая, обрезная, имитирующая какой-нибудь красивый, большой, огромный камень. И она вся очень скользкая. Если вы выходите вот так вот из душевой, вы точно подскользнетесь, упадете вот головой об этот угол. Вот. В общем, короче, глянцевую плитку лучше не использовать. Лучше всего матовая, шершавенькая, она... Следующее. Отдельно стоящие ванны. У отдельных стоящих ванн есть одна проблема. У нее вот этот вот слив под ванной. И хорошо, когда у вас есть стяжки 20 сантиметров, и вы можете просто трубу провести под ванной. А если ее вдруг нет, то что делать тогда? Мы используем несколько способов. Вот, например, один из способов – это такой бортик. Но бортик просто так нельзя использовать. Он будет очень сильно похож на какую-то ступеньку, которая выросла откуда-то, непонятно откуда. Поэтому мы сделали вот такую вот рамку. Рамку можно там продлить на эту стену, на потолок, еще можно там на эту стену. То есть вот рамку можно по-разному варьировать. Вот такой, в принципе, неплохой вариант. Если у нас ширина позволяет, то можно, конечно, с этой стороны еще сделать. И зачем еще, например, такой бортик нужен? У нас вот здесь вот это душевая кабина. И у душевой кабины у нее, естественно, есть слив вот этот вот. Его тоже нужно как-то прокладывать, и для него опять нужно там что-то поднимать. Чтобы душевая кабина вровень была с полом, мы его тоже так же подняли опять вот этим вот бортиком. На самом деле фишка в том, что когда человек входит в вот эту ванну, он даже не подозревает о том, что есть вот этот вот бортик. Он создан для того, чтобы что-то там спрятать. Он просто смотрится каким-то декоративным элементом и вообще никак не напрягает глаз. Дальше, когда мы используем вот такую вот душевую кабину, есть еще одна проблема. Нам нужно сделать как-то уклон для слива. Вот у нас есть слив, и так, чтобы вода вот отсюда сюда вот скатывалась, нам нужен уклон. Естественно, мы не можем сделать уклон по всей вот этой плоскости, потому что здесь не встанет зеркало, станет криво ванна. Поэтому мы сделаем небольшую хитрость. Если мы смотрим отсюда, то пол здесь ровный. Кажется, что он ровный. На самом деле нет. А вот здесь вот уже видно, что у нас пол здесь неровный и идет вот так вот слив. Но есть одно замечание. При таком способе нужно, чтобы трап был длинный. Как вот здесь, например. Вода, она вот скатывается прям ровно в него. Если бы, например, трап был круглый или квадратный, вот здесь маленький, то пришлось бы еще из боков на него нагребать. Поэтому лучше всего использовать какие-то такие бортики и длинные душевые трапы. Затирка. Затирка бывает двух видов. Дешевая, цементная, обычная затирка и нормальная двухкомпонентная на эпоксидной основе. Дешевая, она она дешевая, в этом есть плюс. Она используется больше все-таки для каких-то больших объектов, где не важно супер качество. Если вы посмотрите на свою ванну, то скорее всего у вас затирка вот такая вот дешевая. А так как она цементная, она впитывает влагу, грязь. Через несколько месяцев, лет у вас затирка начинает менять цвет. Она начинает идти пятнами, где-то темнее, где-то светлее. Это сильно реально видно, она откалывается. Это вот проблема вот этой затирки. Поэтому я вот строго не рекомендую цементной затиркой пользоваться. Мы пользуемся вот такой вот затиркой Kerakow Fugalite Eco. Это реально прикольная затирка. Она двухкомпонентная. У нее два компонента. Это сама затирка и еще эпоксидный клей. Она вообще никак не пропускает влагу. Она не меняет вообще цвет никак. Вообще с ней проблем нет. Есть на самом деле много производителей. Mapei, Cerizit, Kerakow, Litokol. Но вот у Kerakow прикольная затирка. Ее проще всего укладывать, потому что для нее не нужно специальное средство для смывки. То есть смывка специально не нужна, она смывается обычной водой. Дальше. Как выбирать цвет затирки? Ой-ой, сейчас упаду.
Цвет затирки нужно всегда выбирать по самому темному участку на плитке. То есть, если мы имитируем плиткой какой-то материал, например, дерево или камень, то у них всегда есть какие-то прожилки. Вот мы смотрим на самые темные прожилки, которые есть на плитке. Вот здесь, например, затирка выбрана под светлые участки плитки. Это неправильно. Неправильно. Из-за этого очень сильно видно швы. Особенно плитка маленькая, и она прям вот вся в швах. Поэтому затирка вот это вот будет поправильнее. То есть она примерно похожа на темные участки плитки. Так как затирки вообще не так много, их вот все эти цветов-то не так много. И это у всех производителей такая проблема, поэтому вот выбираем то, что примерно подходит под самые темные участки плитки. Итак, следующий пункт – имитация деревянной доски. Имитация деревянной доски. Имитация деревянной доски. Есть куча производителей, которые делают имитацию деревянной доски. Но я лично для себя выбрал два. Вот когда у нас совсем мало денег, мы используем эталон Natural Wood. Вот эта вот плитка, она прикольная, стоит всего 1800 рублей, вполне себе выглядит неплохо, почти ровная, почти. Когда бюджет позволяет, мы используем испанскую плитку порцеланоса. Вот эта коллекция Oxford, она моя самая любимая. Есть 3 цвета и 2 формата. Почему я использую? Потому что она реально очень крутая. Посмотрите на нее, какая здесь текстура. Вот это реальное дерево. Разные плашки, одна темнее, одна светлее, одна вот уже, одна шире. Реально эту плитку очень-очень сложно отличить от паркета. Есть вот еще вот такая вот, как рейки. У нее единственный косяк вот у этой досочки, она бывает только плиткой, она не бывает керамогранитом, поэтому ее можно клеить только на стену, на пол нельзя. Но зато выглядит она очень круто. В общем, одна плашка темная, одна плашка светлая, одна плашка поперек спилена, другая очень крутая плитка, шикарная просто и почти ровная. Ну, не бывает вообще длинной такой широкоформатной плитки ровной, поэтому почти ровная. Так, про плитку я вроде рассказал, все, что вспомнил. Если что не вспомнил, в комментариях пишите, потом, может, еще дополню. Если понравилось, то еще могу что-нибудь рассказать про кухни, там, паркет, краску.